Всем привет! Думал, ну все, завязал с видеообзорами. Прошел почти целый год спокойной жизни. И тут на тебе, компания JBL выпустила новинку студийный монитор 4349. Первый раз с студийными мониторами компании JBL я познакомился в начале 90-х годов. Впечатления были настолько сильны, что пришлось сразу расстаться со всей советской аудиотехникой. А сейчас перейдем к мониторам компании JBL. Студийный монитор 4349. Они пришли на смену студийным мониторам 4429. Новые мониторы среднего поля – это совершенно другие мониторы. Увеличились размеры и вес. Вес одного монитора почти 38 килограммов. Двухполосная система сменила трехполосную. Рупор стал намного больше. Подстроечные регуляторы ушли наверх и по эргономике стали значительно лучше. Что касается внутреннего содержания, здесь изменилось все. 12-дюймовый мидвуфер стал 8-омным с двумя спайтерами. Компрессионный твиттер с одним драйвером заменили на компрессионный твиттер с двумя драйверами. В кроссовере изменили частоту среза, подстроечные регуляторы стали дискретными. Принципиальное отличие студийных мониторов от обычной акустики состоит в том, что оптимальные характеристики должны быть в точке прослушивания, как на концерте в зале, а не на расстоянии 1 метр. Причем фазовые частотные импульсные характеристики должны быть идеальными. Я слушал предыдущие мониторы JBL 4429 в компании аудиоэкспертов. Потрясающий звук, но для нормального прослушивания без признаков присутствия рупора необходимо было удалиться от мониторов на 4-5 метров, что делает прослушивание в комнате средних размеров затруднительным. 43-49, если можно так сказать, заточены на комнаты средних размеров. В паспорте появилась информация об оптимальном расположении мониторов. Это расстояние от метра 80 сантиметров до 2 метров 40 сантиметров. Но можно и расстояние увеличить, при этом необходимо, конечно, развернуть мониторы в сторону слушателя. Однако оптимальную точку прослушивания предлагается выбирать по углу прослушивания, что, на мой взгляд, не очень удобно, не с угломером же ходить по комнате. В таблице ниже я привел оптимальное расположение слушателей от мониторов, учитывая расстояние между мониторами и оптимальным углом прослушивания. Дискуссии по поводу, как установить мониторы 4349 на книжную полку, абсурдные. Речь идет об установке мониторов на возвышение, полку. Это могут быть специальные подставки GS120 или любые другие подставки или полки из гранита, металла или дерева. Главное условие состоит в том, что они должны выдержать трехкратную нагрузку, не менее 120 кг. Желательно подставкам обеспечить обратный угол установки 7 градусов для оптимизации согласования звуковых диапазонов. В нижней части корпуса установлен 12-дюймовый мидвуфер с диффузором из целлюлозы. Под мидвуфером слева и справа расположены порты фазоинверторов. Нижняя часть корпуса может быть скрыта качественным грилем. Вот такой вот гриль. Прочная пластиковая решетка, очень качественно приклеена ткань. В центральной части корпуса установлены дискретные переключатели, которые в диапазоне плюс-минус 1 дБ с шагом полдецибела могут помочь подстроить мониторы под заданные параметры комнаты. В верхней части корпуса установлен рупорный компрессионный мид-твиттер. Его характеристики, размеры и форма оптимизированы для работы с мидвуфером. Для изготовления рупора использован очень жесткий и плотный материал соноглас с низкими внутренними потерями, что позволяет уменьшить потери в нижней части рабочего диапазона. Сзади в нижней части установлены терминалы для подключения мониторов к усилителю. Подключить можно, соответственно, по схеме биампинг, биваринг или использовать простое однопроводное подключение. Для высокоомной нагрузки, наверное, предпочтительным будет однопроводное подключение. Я использовал кабель компании Nordost, кабель Heimdall 2. Перемычки установлены очень качественные.
такие вот толстые позолоченные перемычки. Сейчас перейдем к динамикам. Сейчас я расскажу о динамиках, которые установлены внутри корпуса. Сначала остановлюсь на динамике, который отвечает за средний и низкочастотный диапазон. Маркировка у нее JW300P-G-8. Из маркировки понятно, что размер корзины 300 мм, номинальный импеданс 8 Ом. Снизу имеется отверстие, очень большое, для охлаждения звуковой катушки. Корзина металлическая, литая, очень тяжелая. Имеет специальную окраску. Вот она специально окрашена такой краской, что похоже, как будто бы это как мелкая наждачная бумага. Это, конечно, помогает демпфировать корзину и убирает всякие призвуки с поверхности корзины. Вот так я спокойно его ставлю на диффузор, точнее на корзину, потому что сам подвес и диффузор, они ниже, чем основание корзины. Диффузор сделан из целлюлозы, имеет форму вот диффузора вот таких вот колец, что помогает, конечно, демпфировать диффузор. Жесткая склейка колпачком, то есть для того, чтобы не было потерь, обычно там каким-то мягким клеем, здесь вот видно даже ободочек идет, жесткая склейка. Ну и, естественно, помогает в работе это все на средних частотах. Многие говорят, а как он работает на средних частотах? На самом деле никаких проблем здесь нет. Беру я здесь рулетку, измеряю поршень, не корзину там целиком, а именно эффективную рабочую часть. 245 мм. Зная скорость звука 344 метра в секунду, зная, собственно говоря, размер поршня, можно определить, что будет работать динамик в поршневом режиме до 1400 с небольшим Гц. Частота среза акустическая 1500 Гц. Начинается спад где-то с частоты 1100 Гц, на частоте 1400 Гц уже минус 5 дБ. Так что я вообще не вижу никаких проблем. Тем более, что не то, что вот раз, там 1500, и он перестает работать в поршневом режиме. Просто эффективность его начинает снижаться. Но в этом диапазоне уже хорошо работает кроссовер. То есть правильно выбрали частоту раздела. Я потом, когда буду говорить о Твиттере, я, конечно, еще расскажу, то есть тонкости, нюансы какие есть. Что здесь интересно? А все интересно. Ну, первое, это чувствительность динамика, его отдача. 94 дБ ватт на метр. 94. Это вообще редкость просто. Причем импеданс 8 Ом. Да? Ну, 8 Ом это минимальный. А нормальный, в общем, как считают все, да, импеданс, это где-то 12-15 Ом. Это говорит о том, что вообще любой усилитель его там съест за милую душу. Никаких проблем. Но все-таки следует учесть одно обстоятельство. Катушечка здесь не маленькая, такая нехилая, я бы сказал. Вот большая, сбоку, может быть, как-то удастся показать, вот размер ее 75 миллиметров. Очень большая. И здесь еще из интересного можно посмотреть, вот здесь магнитный зазор, блестящий, вот, да, вот торец. Высота его просто, я говорю, сказочная. Для мидвуфера, пожалуй, что я впервые такое вижу, 12 миллиметров. Это означает, что в линейном, так сказать, линейный ход 24 мм пик-ту-пик. Это еще надо умудриться вот так раскачать. О чем это говорит? Это говорит о том, что искажение будет минимальное. Мощность подводимая, ограниченная РМС, рекомендуемая 200 Вт. Тоже могут вопросы, а для чего такая чувствительность и такая вот, может быть, такую большую мощность подать? На самом деле это для того, чтобы обеспечить потрясающую динамику. Если мы говорим особенно о рок-музыке, где динамика просто там огромная, от тихих где-то звуков до громких, то этот динамик, конечно, справится на раз, два, три, без каких-либо проблем. Но это еще не все. Вот здесь есть спайдер, вот можно его будет посмотреть, не знаю, как там на него можно. Вот верхний спайдер виден, нижний, конечно, нет, он находится за вот этим металлическим кольцом снизу. Два спайдера. Что это дает? Это дает высокую устойчивость подвижной системы. У большинства динамиков это две точки опоры. Первая это сверху, соответственно, да? И вторая идет крепление звуковой катушки, спайдер снизу. То есть подвес сверху и спайдер снизу.
Так-то это все ничего, конечно, но при мощной атаке, когда мощный бас, ток идет через катушку большой, и катушка пытается куда-то уйти в сторону, начинает вилять. В одном из моих роликов я вот хотел показать, да, люди любят там калашматить, диффузор прыгает, там все там вздыхают, смотрят. Но когда я записал этот ролик, я думал, меня, честно говоря, вот засыпят вопросами, какой я здесь бред показываю. Вот так, если быстро посмотреть, как бы все нормально. А если вот уменьшить скорость, соответственно, замедлить хотя бы в 4 раза, видно, что диффузор не как поршень перемещается, а начинает трепыхаться вверх, вниз, влево, вправо, как ему угодно. Вот здесь этого не будет. Ну, собственно говоря, сабвуфер вот делает мощный, там делается, соответственно, спайдер тоже очень мощный, и, соответственно, смещение катушки меньше значительно. Но здесь сразу было видно, когда я измерял параметры телесмола, один из тестов был это добавление массы диффузору и измерение, соответственно, импеданса. Обычно вот на частоте там 400-300 Гц спайдер начинает просто ломать, вот там просто колбасит. Видно, что появляется второй горб, и, соответственно, устойчивость диффузора падает. Тоже может сказать, а кто же к нему будет гири-то присоединять? Да никто не будет. Когда динамик работает, диффузор перемещается, нагрузка воздуха очень высока. И это практически эквивалентно добавлению нагрузки на диффузор. И его начинает, соответственно, болтать в разные стороны, что, собственно, вот по кадрам, которые я сейчас показал, это все видно. Ну вот, наверное, пожалуй, что и все. Да, там о спайдере рассказал, о чудовищном, магнитной системе, конечно, надо еще рассказать. Она просто потрясающая. Вот значение BL, то есть эффективность работы магнита и катушки, здесь BL 17,5. Вообще это у монстров каких-то сабвуферов можно найти. Обычно BL 10-12, там, не больше. Масса, как я говорил, здесь она высока, но для того, чтобы, в принципе, с ней справиться, очень эффективная магнитная система. Если что-то еще вспомню, я, конечно, расскажу. На этом я вот с вуфером заканчиваю, мидвуфером. И сейчас перейду вот к гвоздь программы. Это компрессионный рупорный твиттер. Вот он, красавец, компрессионный твиттер. Даже не твиттер, а мид-твиттер. Его рабочий диапазон начинается от 1500 Гц и простирается до 25 кГц. Конструкция состоит из двух частей. Это рупор и двойного 1,5-дюймового компрессионного драйвера компании JBL 2415K. Сейчас я расскажу, как работает компрессионный драйвер и как он устроен. Расскажу, как работает система компрессионный драйвер рупора. Рассматривать работу нужно только в связке драйвер-рупор. Драйвер прикреплен к раме рупора при помощи 4 болтов. Сейчас я эти 4 болта отверну. Компрессионный твиттер закреплен к раме при помощи 4 болтов. Магнитная система драйвера настолько мощная, что я с трудом открутил болты. Шестигранный ключ так и норовил убежать в объятия магнитной системы. Я отсоединил это чудо техники от рамы и сейчас его вам покажу. Разобрать твиттер без его разрушения невозможно, так что ограничимся внешним осмотром и картинками из интернета. В центральной части установлены две диафрагмы с катушками по 16 Ом, а значение сопротивления катушек можно узнать по маркировке на этикетке. В основе устройства D2415K лежит пара легких полимерных кольцевых диафрагм, которые улучшают высокочастотное расширение за счет уменьшения массы диафрагмы. Катушки соединены последовательно, диафрагмы работают навстречу друг другу на одну общую предрупорную камеру. Задние поверхности диафрагм работает раздельно на две закрытые камеры. Конструкция компрессионной системы напоминает бэндпасс 4-го порядка в миниатюре. Для эффективной работы задние предрупорные камеры делает очень маленькими. Компрессионную систему можно сделать и для низкочастотного диапазона, но долговременная работа невозможна в связи со значительным повышением температуры в закрытой камере, а давление в закрытой камере критично для сохранения параметров компрессионной системы. Это обстоятельство дает ответ,
для чего на твиттере установлен большой радиатор. Нагрева от катушек почти нет, а от сжатия воздуха есть. Наверняка те, кто накачивал ручным насосом футбольный или волейбольный мяч или шины велосипеда, знают, что нижняя часть насоса быстро становится горячей. В начале 2000-х были очень популярны соревнования по звуковому давлению в автомобиле. В 2002 году в рамках соревнований Краснодарского этапа чемпионата России я проверил, насколько эффективно работает низкочастотная компрессионная система. В компрессионной системе установили два 10-дюймовых сабвуфера. Второй сабвуфер дал прибавку почти в 6 дБ. Увеличение числа сабвуферов только ухудшало результат. Сабвуферы начинали работать в разнобой. Использование сабвуферов с диаметром диффузора большего диаметра приводило к тому, что диффузоры разрывало на мелкие части. Система показала очень высокую эффективность 158,9 дБ в обычном непеределанном автомобиле. Это отступление я сделал для того, чтобы было понятно, для чего в компрессионном рупорном твиттере установлено два драйвера. Это дает прибавку отдачи 6 дБ. Если необходимо значительно увеличить звуковое давление на высоких частот, например, на концертных площадках, используют несколько параллельно соединенных драйверов. Теперь вроде все понятно, но непонятно одно. Зачем? Но для чего JBL использует драйвера с такой невероятно высокой отдачей? Ответ прост. Чем больше препятствий воздуха перед диафрагмой, а это предрупорная камера и рупор, тем сильнее спад на самых высоких частотах. Корректирующая цепочка работает таким образом, чтобы на частоте раздела отдача драйвера снизилась на 15 дБ. Драйвер работает с большим запасом. Нагрузка на катушку не превышает 50%. Нагрев от воздействия высокого давления также снижен до минимума. Соответственно, это позволяет достичь минимальных искажений. Получить равноценное звуковое давление, точные импульсные и частотную характеристику на средне-высоких частотах в точке прослушивания 2,5–3,5 метра другим способом невозможно. В конструкции применен новый рупор с запатентованной технологией High Definition Imaging – образ высокой четкости. Отлит рупор из жесткого материала с низкими потерями – соноглаз. Такая сложная и необычная геометрия рупора – это результат исследования нюансов конструкции рупора, и это очень важно, потому что точно рассчитать рупор компрессионным драйвером под заданные характеристики невозможно. Очень много эмпирической работы. Здесь мы видим, что на раме рупора закреплены подстроечные дискретные регуляторы. Соединены регуляторы с платой кроссовера при помощи вот таких вот проводов. По заявлению компании JBL, это первая в мире конструкция, которая обеспечивает точные заданные характеристики как на оси, так и вне оси, и обеспечивает плавный переход между низкочастотным и средне-высокочастотным драйвером. Если попытаться смоделировать и создать какой-то супермонитор двухполосный свой, то, скорее всего, что-то другое и не получится. Это корпус монитора 4349 компании JBL. За рупором сзади видна большая плата кроссовера со множеством деталей. Назначение этих деталей чуть расскажу попозже, когда буду рассказывать о схемотехнике. От кроссовера идут две пары вот таких витых косичек, да? Провода до терминала и, соответственно, до динамиков еще вот одна такая пара. Внутри стоит мощная V-образная распорка, хотя корпус и так очень жесткий, очень массивный. Толщина стенок корпуса 25 мм. А что касается фронтальной панели, вот передняя часть под рупором это 28 мм. И, соответственно, нижняя часть, где установлен мидвуфер, 38 мм. Это практически рекордный показатель. До этого у меня было где-то 35. Внизу установлены два порта фазоинвертора. Порты короткие, наверное, сантиметров по 10. Где-то так. И обработаны каким-то клеем или мастикой для снижения резонансов.
Внутренняя часть корпуса обработана акустическим материалом, каким-то особенным, это не синтепон, не какой-то там войлок, вот что-то такое свое, да, у них. И по внешнему виду это очень приличный материал. Провода, естественно, здесь так не болтаются, здесь были стяжечки, я их срезал, но это не значит, что их там не будет, я уже приготовил стяжечки и все установлю на месте, как оно было раньше. Вот по корпусу все, и сейчас я перехожу к схемотехнике. Это схема кроссовера в цепи мидвуфера, фильтр низких частот третьего порядка. Работает фильтр следующим образом. В диапазоне частот от 150 Гц до 500 Гц фильтр работает как фильтр первого порядка. Далее мы видим полку до частоты 1150 Гц, а после 1150 Гц спад АЧХ составляет 18 дБ на октаву. Кроссовер в цепи рупорного высокочастотного драйвера по схемотехнике похож на кроссовер четвертого порядка. Однако, если судить по измерению, его работа соответствует работе кроссовера третьего порядка. В кроссовере много компонентов, но все компоненты необходимы для правильной работы кроссовера. В данной схеме не используются электролитические конденсаторы. Применены только пленочные конденсаторы, причем вместо одного конденсатора большой емкости используется несколько одинаковых пленочных конденсаторов меньшей емкости, соединенных параллельно. Это позволит значительно уменьшить переходные процессы, улучшить отклик и сделать звук лучше. В схеме есть два дискретных подстроечных переключателя для точной настройки отдачи в диапазоне HF и в диапазоне UHF. Возможно изменение отдачи плюс-минус 1 дБ с шагом полдецибела. Эта коррекция АЧХ может понадобиться для постройки мониторов под конкретное помещение. Далее показано значение импеданса мониторов с грилем и без гриля. Соответственно, график зеленого цвета — гриль установлен, кривая пурпурного цвета — без гриля. Гриль влияет на воспроизведение баса, соответственно, есть возможность выбрать свой бас. На следующем графике три кривые, соответственно, пурпурный цвет перемычки на терминале установлены, красный и синий цвет перемычек нет. Значение импеданса в диапазоне от 200 Гц до 9 кГц высокое. Подключение мониторов по схеме биампинг, скорее всего, не принесет желаемого результата. А в случае подключения разных усилителей могут возникнуть проблемы с фазовыми и импульсными характеристиками. Подключение по двухпроводной схеме Bivaring может улучшить качество звучания мониторов. Хотя для меня в данном случае лучший выбор – подключение мониторов хорошим широкополосным кабелем. Следующий график показывает, как настроены порты фазоинверторов. На графике все хорошо, как учили в школе. Порты настроены на резонансную частоту мидвуфера в свободном пространстве 34,9 Гц. На пурпурном графике слева и справа от резонансной частоты мидвуфера видны два пика. Соответственно, слева это резонанс порта фазоинвертора на практически невоспроизводимой частоте 21 Гц. Справа резонанс подвижной системы мидвуфера в корпусе на достаточно низкой частоте 60 Гц. Никакого бубнения, гудения и невнятного баса не предвидится. На синем графике видно, что минимальное значение импеданса составляет 8 Ом, а среднее значение импеданса в рабочем диапазоне составляет приблизительно 15-20 Ом. Любой усилитель съест мониторы 43-49 и не заметит, что он съел. Можно сказать, что это подарок для любого усилителя. Высокая отдача и низкая нагрузка – все это, конечно, достойно уважения к создателям этого шедевра. Сейчас посмотрим на значение параметров стиля Смола у мидвуферов. Резонансная частота подвижной системы в свободном пространстве 34,8 Гц. Превосходная чувствительность 94 дБ Вт на метр. Значение BL 17,5, как у супермощного сабвуфера. Низкая общая добротность. QTS составляет приблизительно 0,3. На что бы я обратил внимание, это на достаточно высокую массу подвижной системы 75 граммов при низкой электрической добротности. Соответственно, нужны сильные тормоза. Для того, чтобы оторваться по полной программе, лучший выбор будет за хорошим токовым усилителем.
Еще хочу обратить внимание на сопротивление звуковой катушки на постоянном токе. Сопротивление составляет 5,7 Ом. Проверить значение импеданса на постоянном токе невозможно. Далее переходим к рупорному компрессионному твиттеру. На графике значение импеданса двух драйверов раздельно. Честно говоря, какая-то непонятная белиберда. Но стоило только подключить два драйвера последовательно, как и положено, и закрепить драйвера на рупоре, все стало на свои места. Синий график значение импеданса драйверов без рупора, красный график значение импеданса с рупором. Резонанс рупора находится на невоспроизводимой частоте 800 Гц, так что неприятного завывания трубы рупора слышно не будет. Второй резонанс в компрессионной камере 2800 Гц. Также слышен не будет, это работа твиттера в нормальном режиме. Следующий график показывает значение напряжения на звуковых катушках в зависимости от частоты. Точка пересечения 1700 Гц, но это значение абсолютно никак не коррелируется с точкой пересечения по звуковому давлению в связи с разной отдачей мидвуфера и твиттера. На этом графике значение выровнено для одинаковой отдачи драйверов. Точка пересечения 1490 Гц, что соответствует паспортным значениям. Точка на синем графике 1400 Гц соответствует работе мидвуфера в чисто поршневом режиме. В заключение я хочу рассказать о впечатлениях от прослушивания. Первоначально я установил мониторы на родные подставки GS120. Когда я начал прослушивать, то обнаружил, что сцена находится достаточно низко. Это отмечают первые слушатели, что низкая сцена. И некая закрытость в области середины. Проанализировав ситуацию, я понял, что в принципе очень важно положение мидвуфера, поскольку если взять голос, мужской вокал, женский вокал, да, и большинство инструментов, основной тон лежит в диапазоне до 1500 Гц. Я уж не говорю, там многие как бы брать, если вокальные произведения, там и вторая, и третья гармоника, а то и четвертая попадает тоже на мидвуфер. Соответственно, диапазон и динамик, который отвечает за формирование образов, находится внизу. Я поднял колонки выше на 40 см. Экспериментировать просто больше у меня не было возможности, посмотреть, как это будет на 50-60, потому что вес у них огромный. И найти подставки для проверки у меня просто такой возможности не было. Изменилось сразу все. Сцена стала выше. Изменилась, конечно, подача звука. Звук стал точным и ясным. Абсолютно по-другому стали восприниматься музыкальные произведения. Особенно меня поразило вот большие изменения. Это классика, это джаз. То есть звук вот здесь, ну, часто слушаю те фонограммы, которые как бы вот я поставил сейчас, они совершенно по-другому идут. То есть ощущение реальности, ощущение студии, например. Ощущение, например, на низких частотах орган – это орган, контрабас – это контрабас. И точный вокал. И нет совершенно какого-то вот деления голоса там, на 2-3 части. Рупорных призвуков совершенно не было слышно. Подстроечники я оставил в среднем положении, поскольку необходимости подстраивать не было. При проверке амплитудно-частотной характеристики на 2-2,5 метра на оси, там в разные стороны, вот я могу показать, да, оставалась в принципе практически линейка, причем это обычная комната, не специально подготовленная даже. Прослушал в основном я аудиофайлы, их доля сейчас, я думаю, составляет не менее 50%, как раз у меня для этого было все. У меня появилась новая карточка звуковая, это Ultralight MK5, полностью балансная. И помогал, конечно, в этом еще и усилитель Roxan. Там тоже есть возможность подключить усилитель к компьютеру. Отношение к аудиофайлам у меня неоднозначное. Очень много брака именно вот цифровой шум, разрушение файла. Но есть и файлы, которые достаточно хорошо прописаны. Главное при прослушивании – это правильная установка акустических систем, правильный их разворот, потому что если чуть больше уже будет вовнутрь повернуть,
будет хуже, мало тоже хуже. Можно сцену отрегулировать точную высоту. В принципе, на этом все. Я прощаюсь со всеми. До новых встреч.